Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень красивый, просто не отвести глаз, джемпер. Эти прекрасные завораживающие косы. Такой узор у меня впервые на канале. Да, у меня много узоров с косами, но это нечто особенное, поэтому я решила, что данную модель с таким узором необходимо обязательно разобрать, как вязать. Крайне необычно смотрятся эти косы, их переплетение не совсем как мы обычно привыкли делать. Я сейчас вам приближу эту картиночку. То есть здесь у нас будут идти довольно-таки такие моменты, когда будет путанка с лицевой гладью соседствовать. Вот эти переплетения, они тоже не совсем простые, а ступенчатые. Тоже, в общем-то, когда вы увидите схему, вы поймете, о чем речь. Раз 5 я ее перерисовывала, вносила все время какие-то коррективы, и даже когда связала узор, распустила и связала заново, девочки, потому что посчитала, что кое-что там надо было поменять. То есть данный узор мне достался нелегко, скажу вам честно. Вот, поэтому такую большую ценность он для меня играет. Полистаю я вам сейчас картиночки. Давайте приблизим схемочку. Смотрите, здесь очень хорошо видно этот узорчик. Видите, какие косички красивые. Мало того, что они идут зеркалятся, да, но они еще идут и со смещением по вертикали, да, вы видите. То есть здесь вот так перекрещивание, а здесь перекрещивание начинается чуть ниже. То есть вот эта особенность, ну, просто волшебно смотрится узор. Желаю вам такую вещь связать. Если не хотите делать как бы джемпер весь в косах, можете сделать его как вот 3 центральные косы по центру, например, да, на фоне изнаночной глади. Вообще будет волшебно смотреться. Или на фоне вот этой путанки узора. Девочки, это просто волшебный узор. Я не знаю, он меня поверг в изумление и заставил меня немедленно отложить все намеченные проекты и приняться за рисование схемы. Так, если вам все нравится, давайте остаемся дальше на канале. Мы будем сегодня с вами рассматривать, у нас будет с вами сегодня пряжа. Мы будем подробно смотреть, какую пряжу выбираем, спицы выбираем, схема, выкройка, расчеты мы будем делать на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И это российские размеры. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого джемпера предлагаю пряжу Yarn Art Merino Deluxe 50. Турецкого производства пряжа, в 100 грамм 280 метров, 50% шерсть, 50 акрил. Шикарная пряжа. Показываю вам цвет. И, в общем-то, спицы еще не сказала. 4. Спицы номер 4 у нас. Вот таким образом выглядит наш с вами узор. Он очень рельефный и очень красивый. У нас есть схема, которая очень облегчит вязание. Просто шикарный узор, необыкновенно вяжется. По логике он вяжется, девочки. Я все-таки начинающим мастерицам не рекомендую. Все-таки здесь требуется, девочки, мастерство и некоторый опыт все-таки вязания для такого узора. А так очень красивый, просто шикарнейший узор. Сейчас давайте посмотрим схему. Я нарисовала по фотографии, и у нас она будет нарисована от руки. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт узора составляет 32 ряда и 30 петель в ширину.
Условное обозначение пустая клеточка – это лицевая петля, изнаночная петля – это горизонтальная черточка, и вот эти, так скажем, знаки обозначают перекрещивание 6 петель направо, налево. Соответственно, это направо, это налево. Вот. И, в общем-то, такие косы мы уже с вами не один раз вязали. Никаких сложностей здесь нет. Мы с вами порядно свяжем этот узор. Я думаю, что вам будет понятно, как вязать эти красивые косы. У нас есть выкройка. Вот так выглядит выкройка конструктивно. Видно, что это модель оверсайз, то есть свободный крой. У нас с вами спущенный рукав, скос плеча обозначается, и перед спинка отличаются друг от друга вырезом только лишь глубиной выреза горловины. Все. То есть очень простая классическая выкройка. Перед спинка одинаково, 2 рукава, все потом сшивается. И вот такое описание я всегда составляю, выкладываю под видео, девочки, почитайте этот текст. Будем составлять, я уже сегодня озвучивала, 42, 44, 46, 48, 50, 52 размера российские, а европейские на 6 цифр меньше. Как вязать? Конечно, я читать не стану, вы сами все почитаете. Здесь я постаралась подробнейшим образом описать весь процесс вашего вязания, последовательность вашего вязания. Начинаем с спинки, перед, рукава, сборка. Кроме того, у нас будет в расчетной части, я буду вам объяснять все эти цифры, пояснять, откуда они взялись, да, и наглядно показывать в сантиметрах ширину, высоту изделия и так далее. То есть там все более детально после того, как свяжем образец. Итак, сегодня у нас еще будет расчет плотности, предусматривается в сегодняшнем видеопроекте. Как это сделать? Кто не умеет, смотрите, пожалуйста, я показывать буду. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 35 петель. Каждая коса у нас составляет 12 петель, и между косами у нас идут 3 изнаночные. И вот здесь тоже с краю по 3 изнаночные я сделала, ну плюс 2 кромочные. Итак, вяжем с вами первый ряд. Косы я не буду перекрещивать без использования дополнительной спицы. Для тех, кому это будет сложно, я рекомендую использовать вот такую вот специальную дополнительную спицу, укороченный вариант. Итак, девочки, вяжем первый ряд, кромочную сняли, 3 изнаночные. Далее 6 петель будем перекрещивать с вами налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 4 петли у нас будут перед работой. Следующие 2 петли за работой мы их освобождаем. Вот они сзади. И с помощью правой спицы я аккуратно сзади, видите, возвращаю на левую эти петли. Теперь они у нас первые стали. И вяжу все 6 петель лицевыми. Таким образом мы с вами перекрещиваем 6 петель 4 на 2, да? То есть не как мы привыкли 3 на 3, а 4 на 2. Связали, да? Дальше у нас идут 6 лицевых. Между косами 3 изнаночные вяжем. Во второй косе вяжем первые 2 петли лицевые. Следующие 6 петель будем перекрещивать с вами направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 2 петли у нас будут теперь за работой, а 4 высвобождаем перед работой. И аккуратно с помощью правой спицы также их возвращаем на левую спицу. Все, перекрестили 6 петель, 4 на 2. И все 6 вяжем лицевыми. В косе у нас остается еще 4 лицевые. Связали вторую косу. Далее у нас идут 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Все.
Связали. Переворачиваем. И второй ряд мы будем вязать по узору. Там, где у нас с вами будет путанка, вот тут будет использоваться путанка, вы будете вязать наоборот петли. То есть в нашей путанке вяжутся 2 всего ряда раппорт. И там, где у вас будет лицевая, будет вязаться изнаночная в изнаночном ряду. А там, где была в лицевом, лицевая в изнаночном будет вязаться. То есть мы их меняем местами, да? Наоборот вяжем. Поэтому она так и называется, этот узор путанка. Ну а в нашем случае сейчас все петли мы вяжем, как они на нас смотрят. Третий ряд. В третьем ряду вяжем первые кромочные 3 изнаночные, которые мы добавляем с вами до симметрии, да? И далее начинается наша коса. Первые 2 лицевые мы вяжем. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем все 6 петель на правую спицу. Первые 4 петли будут перед работой, следующие 2 за работой. Аккуратно их с помощью правой спицы возвращаем на левую. Ими и вяжем как все 6 лицевые. Остались еще 4 лицевые. Связали. Далее идут 3 изнаночные между косами. И в следующей косе будет перекрещивание 6 петель направо. Снимаем первые 6 петель на правую спицу. И первые 2 петли у нас за работой, а следующие 4 мы высвобождаем перед работой. И с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все 4 петли перед работой вяжем лицевыми. И все последующие тоже лицевые. Связали, да? Далее идут 3 изнаночные, кромочные, изнаночные. Переворачиваем. 4-й ряд мы будем вязать по узору. Ну, в нашем случае это будут все петли, как они на нас смотрят. 5-й ряд у нас вяжем кромочная, 3 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. 6 петель снимаем на правую спицу. 4 первые петли перед работой. Следующие 2 петли за работой. И мы их возвращаем на левую спицу. Все 6 вяжем лицевыми. Остались еще 2 лицевые, 3 изнаночные между косами. Во второй косе первые 6 петель будут вязаться путанкой. Первая петля лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали. И далее следующие 6 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные и кромочные изнаночные. Итак, связали 5-й ряд. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. 6-й ряд вяжем по узору. Как я говорила, в путанке мы будем с вами вязать, вот здесь у нас путанка, да, петли наоборот. Там, где у нас с вами лицевая, будет вязаться изнаночная. Там, где изнаночная, вяжется лицевая. Понятно, да? То есть вот таким образом мы каждый раз меняем петельки в путанке. В каждом ряду. 7-й ряд вяжем. 3 изнаночные. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем все 6 петель на правую спицу. Первые 4 перед работой.
Следующие 2 за работой. Меняем местами и вяжем их все 6 лицевые. 3 изнаночные. И далее у нас идет с вами путанка во второй косе. Там, где изнаночная, лицевая, там, где лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 петель связали путанки и 6 петель лицевых. Вот так. Далее идут 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 8 ряд, вяжем по узору. 9 ряд. 3 изнаночные и следующие 6 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А следующие 6 петель путанка. Вяжем. Первая петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали. 3 изнаночные между косами. И снова путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Было 6 петель. И далее опять 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Вот что получается. Переворачиваем 10 ряд, вяжем по узору. 11 ряд вяжем. Кромочная, 3 изнаночные. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем идет путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 3 изнаночные. И далее опять путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали. Далее идут 3 изнаночные и кромочная, изнаночная. Переворачиваем 12 ряд, вяжем по узору. Вяжем 13 ряд. Кромочная, 3 изнаночные. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали 6 петель путанки. Между косами 3 изнаночные. Во второй косе будут перекрещивания, но первые 6 петель мы вяжем путанкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот сейчас 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 2 петли за работой. Высвобождаем следующие 4 петли и размещаем их перед работой первыми. И все 6 петель вяжем лицевыми. Три изнаночные. Связали. Переворачиваем. 14 ряд вяжем по узору. 15 ряд вяжем. В первой косе у нас не будет пока перекрещиваний. Вяжем 3 изнаночные. И в первой косе первые 6 лицевых. Следующие 6 путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая. Далее идут 3 изнаночные. И далее идут путанка. Путанка лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, 4 только петли путанки, а следующие 6 петель будут перекрещиваться направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. И меняем их местами. Значит, первые 2 за работой, следующие 4 перед работой. Меняем вот так местами, их перекрещиваем. Первые 4 вяжем как лицевые. Следующие 4 петли вяжем уже путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким образом. И далее идут 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Вот так уже у нас вырисовывается узор. Переворачиваем 16 ряд, вяжем по узору. 17 ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 3 изнаночные, в косе первый, перекрещивание 6 петель налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. И меняем местами. Первые 4 перед работой, следующие 2 за работой. Вот таким образом перекрещиваем. И все 6 вяжем лицевыми. Следующие 6 петель вяжем путанку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 3 изнаночные между косами. Во второй косе у нас продолжается перекрещивание. Первые 2 петли будут путанка, лицевая, изнаночная. Следующие 6 петель направо перекрещиваем. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 4 перед работой. Меняем местами. И вяжем как 4 лицевые, а следующие 6 петель вяжется путанкой. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким образом. Далее идут у нас 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем и 18 ряд вяжем по узору. 15 ряд вяжем. Три изнаночные. Затем вяжем, значит, сейчас у нас будут с вами петли вязаться путанкой. Изнаночная, лицевая. 2 петли путанки. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем их на правую спицу. 4 петли первые перед работой. Следующие 2 петли за работой. Поменяли их местами. И вот эти, те, которые за работой, включаем их в путанку, девочки. Мы вяжем с вами изнаночную, лицевая. И далее 4 лицевые вяжем. Здесь у нас продолжается путанка изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть получилось здесь 4 путанки и здесь 4 лицевые по центру. Далее идут 3 изнаночные промежуточные между косами и следующие 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 2 петли за работой, следующие 4 перед работой. 4 петли первые вяжем лицевыми, а следующие петельки тоже вяжем лицевыми, 2 лицевые. Затем идут 6 петель путанки: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная. Далее идут 3 изнаночные, кромочная, тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем, и 20 ряд мы вяжем по узору. 21 ряд вяжем. Первые 3 изнаночные, в косе путанка 6 петель. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Ну, вначале 4, да, сейчас еще 2 появятся в путанку. Смотрите, следующие 6 петель будем перекрещивать с вами налево. Снимаем 6 петель на правую спицу, 4 петли перед работой, следующие 2 петли за работой. Поменяли их местами и опять путанку, да, вот эти 2 петли, которые у нас получилось, вяжем изнаночная, лицевая. А те, которые перед работой, вяжем 4 лицевые. И далее вяжется путанка, изнаночная, лицевая продолжается. Так, 3 изнаночные между косами. Во второй косе 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все. 3 изнаночные у нас идут, кромочная, изнаночная. Все, связали. Переворачиваем. 22 ряд вяжем по узору. 23 ряд вяжем. 3 изнаночные и коса. 6 петель путанки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали. Далее вяжем перекрещивание 6 петель налево. Сняли 6 петель на правую спицу, 4 петли перед работой, 2 за работой, меняем местами. Итак, вяжем, значит, все 6 вяжем лицевыми. Связали. Далее идут 3 изнаночные. Во второй косе 6 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель, путанка, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Осталось 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Вот так смотрится наш узор. Переворачиваем. 24 ряд вяжем по узору петли. 25 ряд вяжем. Сейчас у нас будет с вами совсем простой ряд, где нет перекрещиваний. Первые 3 изнаночные, 6 петель путанка идет, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 6 лицевых, 3 изнаночные, в следующей косе 6 лицевых, 6 путанка, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали, да? И 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. 26 ряд вяжем по узору. Вяжем 27 ряд. 3 изнаночные. В первой нашей косе 6 петель путанка идет, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Затем идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. Во второй косе наоборот, девочки, в начале 6 лицевых,
а затем 6 петель путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали вторую косу и 3 изнаночные у нас идут. Кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем и 28 ряд вяжем по узору. 29 ряд вяжем. Точно так же мы вяжем первую косу, то есть у нас идут перед косой 3 изнаночные, в 6 петель идут путанки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, а затем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные между косами. И вот во второй косе будут перекрещивания у нас. Сейчас первые 6 лицевых вяжем без изменений. А следующие 6 петель перекрещиваем с вами направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. И первые 2 петли за работой, следующие 4 петли высвобождаем перед работой. Возвращаем их с помощью правой спицы на левую и вяжем первые 4 петли лицевые. Следующие 2 петли тоже лицевые. 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем и 30 ряд вяжем по узору. 31 ряд вяжем. В первой косе у нас нет никаких изменений. Первые 3 изнаночные вяжем, затем 6 петель путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 6 петель лицевые. Между косами 3 изнаночные вяжем. И во второй косе вяжем первые 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4 петли лицевые. А следующие 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель. На правую спицу. Первые 2 петли за работой. Высвобождаем 4 петли перед работой, их помещаем. Возвращаем на левую спицу эти первые петли и вяжем их как 4 лицевые. И следующие петли у нас тоже лицевые идут. И еще 2 лицевые остались. Кромочные, изнаночные. Связали 3 изнаночные, кромочные, изнаночные. Так, 32 ряд переворачиваем и вяжем по узору. На этом раппорт узор заканчивается, и повтор идет с первого ряда, девочки. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец. Узор у нас рельефный, тянем во влажном состоянии полотно. Растягиваем его аккуратно. Очень оно такое податливое становится. Хорошо тянется. Давайте еще раз. Очень хорошо тянется. Конечно, оно совсем у нас с вами не станет совсем уж прям прямым. Все-таки у нас рельефный узор заложен, да? Желательно вот эти вот края тоже отпарить, и высохнуть образец должен. Для расчета плотности мы воспользуемся с вами обычной линеечкой. Прикладываем нашу линеечку. Образец наш высох, как вы видите, да? Все равно он остался рельефный, красивый. И мы берем линеечку и измеряем ширину образца.
вместе с кромочными стараемся это сделать. У меня это получается, девочки, 16,5 сантиметров. И у нас 35 петель. 35 надо разделить на 16,5. Получается в одном сантиметре 2,1. Надо записать эту цифру обязательно, чтобы не забыть. В одном сантиметре 2,1 петель умещается. Дальше измеряем высоту образца. Прикладываем линеечку и меряем. 23 сантиметра. Сейчас надо четко посчитать, сколько рядов в образце. В моем образце 57 рядов. Надо разделить на 23 сантиметра. Получаем 2,47. Ну, это округляем 2,5. Давайте запишем. В одном сантиметре 2,5 ряда. Вот так вот это выглядит. Эти цифры будем сейчас использовать в расчеты. Итак, мы будем с вами, девочки, использовать вот эту выкройку в расчетах в сегодняшних. И будем составлять описание для российских размеров 42, 44, 46, 48 и третий размер 50, 52. Ширину сразу давайте определим. Первый размер ширина спинки переда 49,5 сантиметров. Для второго размера 46, 48, 54 сантиметра. Для третьего размера 50, 52, 59,5 сантиметров. Ширина, значит, перед спинкой вяжется одинаково, различие в вырезе горловины. У нас есть скос плеча, а так, в принципе, легко вяжется по прямой. Длина нашего джемпера будет довольно такая приличная, 70 сантиметров. Вы видели, что это удлиненный джемпер. На все размеры я сделала 70. Если вы считаете, что это много, можете откорректировать в ту сторону, которая вам нужна. Так, пройма у нас будет, высота проймы 20, 21,5 и 23 сантиметра. Это зависит от размера. Дальше. На вырез горловины я, значит, отвожу глубину по спинке 2 сантиметра, по переду будет 10 сантиметров глубина выреза. Теперь по количеству петель. Сколько набираем? Набирать мы будем с вами на 14 петель меньше для резинки, которые мы будем вязать на высоту 10 сантиметров. Это будет нижняя планка. Резиночку можно использовать 1 на 1, 2 на 2, как вам желается, как вам хочется. И далее вы, когда прибавите в последнем изнаночном ряду 14 петель, у вас на спицах будет 104, 114, 125 петель. Объясняю, откуда взялись эти петли. Почему именно столько. Итак, у нас с вами ширина, первый размер. Первый размер объясню, а потом вам будет понятно. 49,5 сантиметров. Мы с вами только что сделали расчет плотности. В одном сантиметре 2,1 петли умещается, да? И мы с вами давайте 49,5 сантиметров умножаем на 2,1 плотность. Получаем 104 петли. Вот видите, откуда взялись эти петли. 104 петли. Также я считала и для других размеров. У меня получилось на второй размер 114 петель, на третий 125 петель. Важный момент, как распределить эти петли, да, то есть как нам красиво, симметрично расположить узор. Предлагаю такой вариант. Для первого размера мы берем с вами раппорт. Наш раппорт, который мы вязали, составляет 30 петель в ширину. Сейчас я вам поясню. Смотрите, вот наша схема. У нас с вами коса 12 петель была. Между косами 3 изнаночные. Да? Затем у нас опять была коса 12 петель, которые, ну, как бы зеркалится, во-первых, и еще сдвигается частично. Она идет немножечко со сдвигом, да? И еще 3 изнаночные шли. То есть вот это все в сумме составило 30 петель в ширину. И вот эти 30 петель мы с вами закладываем в наш раппорт, получаем
3 раппорта по 30 петель и 12 первых петель по нашему, вот эти первые, значит, сразу поясняю, по схеме это первые 12 петель. Мы добавляем еще эту косу для симметрии. То есть мы с нее начинаем и ей же заканчиваем. Понимаете, да? Вот здесь, крайне левая она появляется. Все, кромочные 104 петли в сумме. Так, следующий расклад. Для второго размера нам надо 114 петель красиво расположить. Берем также, девочки, такое же расположение узоров, то есть 3 раппорта по 30 петель, 12 петель первых по раппорту идут крайне левые, но нам не хватает 10 петель. И я решаю это за счет изнаночных. Добавляем 5 изнаночных справа и 5 изнаночных слева. За счет этого наше полотно расширяется по бокам. Я не думаю, что это сильно как-то отразится на узоре. Узор будет такой же симметричный, красивый, а вот полотно станет шире. Понятно, да? В сумме это 114 петель. Вот такой вариант. Вы, конечно, можете свой вариант использовать. Возможно, вы найдете какой-то свой вариант. Это, так скажем, расчеты для ленивых, да? Мои рекомендации. Для третьего размера рекомендации мои будут такие. У нас 125 петель надо расположить, и мы делаем 4 раппорта по 30 петель. 1, 2, 3, 4. Добавляем справа 3 изнаночные для симметрии. Помните, да? Схема заканчивалась у нас раппорт 3 изнаночными. Так вот, мы теперь берем раппорт, не косу целую, да, а всего лишь симметричим вот эти вот 3 изнаночные. У нас заканчивается все 3 изнаночными и будет начинаться с 3 изнаночных. В сумме это получится вместе с кромочными 125 петель. Понятно, да? Отлично. Теперь давайте посмотрим вырез горловины и скос плеча. Высота скоса у меня 4 сантиметра, и если мы умножим на вертикальную плотность 4 на 2,5, будет 10 рядов. То есть высота скоса составляет 10 рядов. Как равномерно вот эти убавочки по скосу рукава плеча сделать, я здесь сейчас на этом останавливаться не стану. Я подробно это пишу в своей инструкции, которую выкладываю под видео. Там идет последовательность ваших убавок, девочки. Почитайте там. Так, на вырез горловины при ширине первый размер я решила сделать побольше. Не как обычно 20 сантиметров беру, сделала 22 сантиметра, посмотрела на модели, там прям широко-широко, вырез такой широкий. Сделала 22 сантиметра. Если считаете много, можете убавить, девочки. Все на ваше усмотрение. Итак, у меня 22 сантиметра, и я умножаю на плотность по горизонтали 2,1, получаю 46 петель. На второй размер я беру 48 петель, на третий 49 петель. Почему на третий нечетное? Потому что у нас участвует в наборе 125 петель, тоже нечетное число. Для того, чтобы у нас симметрично, равномерно петли на плечи ушло, я должна взять нечетное число по вырезу. И на плечи у меня остается 29 первый размер, 33 второй и 38 петель третий размер. Так. Все это понятно, да? На какой высоте мы будем с вами располагать вырез горловины, как мы будем скруглять вот эти все моменты, я подробно описываю в текстовом описании, которое я выкладываю под видео. Инструкция, девочки, там все подробно я расписываю последовательность ваших действий, очень удобно. Можете пользоваться абсолютно бесплатно. Так, и давайте перейдем на рукав. У рукава самый сложный момент – это, конечно, скос. Мы будем начинать рукав с вами также с планки, которую будем вязать резиночкой 1 на 1 на высоту 10 сантиметров. Набираем 43, 45, 47 петель на резинку. И в последнем изнаночном ряду добавляем петли, прибавляем равномерно их до 65 петель. И располагаем узоры следующим образом. Вот таким образом, девочки. У меня получается 2 раппорта по 30 петель. Для симметрии 3 изнаночных справа
и кромочные. В сумме это 65 петель. То есть всего 2 раппорта будем вязать. Вот. И по скосу, все, что будете, девочки, прибавлять по скосу, я смотрю, у оригинала все идет, знаете, в путанку. Прибавляйте в путанку. Ну или в изнаночную гладь. Все прибавленные петли. Прибавляться у нас будет немалое количество. Смотрите, ну прежде всего определим самую широкую часть рукавчика. Внизу мы определили 65. Вверху у нас с вами ширина рукава будет, судя по пройме, значит, это будет 40 сантиметров первый размер. Затем здесь вот 21,5 умножается на 2 и 23, то есть 46. И все эти моменты, все эти сантиметры мы умножаем опять на горизонтальную плотность 2,1. То есть вот на эту плотность по горизонтали. Вот. И получаем с вами петли 85, 91, 97 петель. Теперь ввожу понятие горизонтальная плотность, вы уже ознакомились, как я ее применяю, то есть ширину умножаю на плотность по горизонтали, получаю петли. Теперь как применить вертикальную плотность и зачем мы ее вообще считали. Девочки, дело в том, что все сантиметры, которые у нас будут с вами по вертикали на выкройке располагаться, обязательно необходимо переводить в ряды. Вертикальная плотность очень важна. Любое трикотажное изделие после того, как вы его постираете, вытягивается. И чтобы этого неприятного момента избежать, чтобы оно не стало слишком длинным, да, то есть огорчений вот этих ненужных, вы должны заранее связать образец и измерить эту плотность. Как ее измерять, вы сегодня видели, да? И затем очень легко применить ее. Умножаете любой вертикальный размер на эту плотность по вертикали. Получаете ряды. Когда вяжете, считаете ряды, а не измеряете свое полотно сантиметрами. Вот и вся нехитрая наука, я бы так сказала. Смотрите, показываю. Вот у меня сейчас от планки до окончания рукава 35 сантиметров. У меня общая длина рукава 45 сантиметров. Мерка, которую вам необходимо скорректировать под ваш рост, под ваше желание, какой длинный рукав вам будет удобен. Пожалуйста, обратите на это внимание. Слепо не доверяйте вот этому параметру. Это все может оказаться не то, что вам подходит. То есть скорректируйте длину рукава под себя. Да? А я вам для примера расскажу, как скос посчитать. Если у вас длина будет другая, то вы потом легко пересчитаете. Смотрите. Вот у меня 35 сантиметров от планки до окончания. И я эти 35 умножаю на нашу плотность по вертикали. Смотрите, в 1 сантиметре 2,5 ряда. Я беру калькулятор 35, я умножаю на 2,5. И у меня получается 88. Всегда четное число обычно записывается. 88 рядов, девочки. То есть у меня длина скоса 88 рядов. Теперь из большого числа, то есть вот у меня на примере первого размера это 85 петель, я отнимаю внизу 65 петель и получаю, что мне надо прибавить 20 петель всего. У меня 2 скоса будет у рукава, поэтому на каждый скос я по 10 петель буду прибавлять. А теперь считаем устно. Наши ряды 88 рядов, это высота скоса, делим на 10. Получается 8,8, да, устно посчитали. Я записала, что это в каждом 9 ряду у нас будут идти прибавки. И так 10 раз. Справа-слева одновременно и симметрично вы делаете эти прибавки по скосу. Вот и вся, опять-таки, легкость. Ну, у меня для второго размера получилось 13 петель, для третьего 16 петель. И также я посчитала, в каких рядах делаются прибавки, чтобы они были равномерные. Вот и все. Вот и все, мои хорошие. Ничего сложного нет.